Всем привет, меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим о городе Давида, о том городе, откуда берет свое начало современный Иерусалим. Городом Давида сегодня называется археологический объект на территории Иерусалима. В Библии этими словами именуется сам Иерусалим. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Евусеев, жителей той страны. Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым». Город Давида располагается на узком горном хребте южнее Храмовой горы, между Кидронским ущельем на востоке и ущельем Терапион на западе. Во времена правления Давида и его сына Соломона это и был весь Иерусалим, включая гору Мория, на вершине которой стоял первый храм, построенный Соломоном. До завоевания города Давидом в нем жили Евусеи, одно из ханаанских племен. Свидетельств существования этого племени, кроме упоминания в Писаниях, пока не обнаружено. В археологических источниках Иерусалим впервые упоминается в XVIII веке до новой эры. В Библии говорится о том, что Иерусалим остался непокоренным евреями, несмотря на неоднократные попытки. Таким образом, город оставался евусейским до прихода к нему царя Давида со своим войском и успешным захватом, описанным в Библии. Почему Давид покоряет Иерусалим и впоследствии переносит сюда столицу Объединенного Царства? Ученые считают, что всему причина местоположения города. Он находится рядом с источником Гихон, который питает город водой. С трех сторон окружен ущельями, что обеспечивает природную защиту, и вместе со стенами, окружавшими город, делают его неприступным. Кроме того, Иерусалим находится вблизи древней дороги, называемой дорогой праотцов, одним из центральных путей этой области. Также считается, что Давид сделал Иерусалим своей столицей, потому что он не принадлежал ни одному из колен Израилевых, что могло бы вызвать споры и подвергнуть Объединенное Царство опасности раскола. После того, как Давид переносит в Иерусалим ковчег Завета, город становится полноценной столицей и представляет собой как административный центр, так и религиозный. До второй половины 8 века до новой эры Иерусалим был примерно таким же, как и во времена Давида. Главное изменение – это постройка храма сыном Давида Соломоном. Но в 8 веке население города резко увеличивается в несколько раз. Ученые связывают этот демографический рост с уничтожением Северного царства и, как следствие, притоком беженцев оттуда. Город расширяется на запад, в сторону Сионской горы. В 586 году до новой эры вавилоняне разрушают город и первый храм и уводят большую часть населения в Вавилон. От информационно-туристического центра мы спускаемся вниз и попадаем в раскопки так называемого Большого каменного строения. Это строение в 2005 году обнаружила археолог Эйлат Мазар и датировала его X-XI веком до новой эры, из чего она сделала вывод, что это дворец царя Давида. Отсюда мы спускаемся вниз по лестнице и видим перед собой ступенчатое строение. Некоторые ученые считают, что это основание крепости Сион, которую захватил Давид. Здесь же находятся руины здания, именуемого археологами Дом Ахиэля. Рядом с этим домом обнаружили комнату другой постройки, и в ней свидетельство огромного пожара, который датирует вавилонским разрушением Иерусалима. На уровень ниже этих строений археологи сделали потрясающее открытие. Здесь были найдены 51 була, печать из глины, которыми скрепляли документы в древности. На одной из этих бул написано имя, упоминающееся в книге пророка Иеремии. Гемария, сын Сафана. Это один из редких случаев, когда археологи нашли объект, носящий имена людей, упомянутых в Библии. Следующим и, пожалуй, самым запоминающимся объектом является водная система древнего Иерусалима. Свое начало эта система берет еще во времена Евусеев, которые построили оборонительные сооружения вокруг источника Гихон. К этому же периоду относится и так называемый Ханаанский тоннель. По этому тоннелю вода из Гихона доставлялась в Кидронское ущелье для орошения сельскохозяйственных угодий, а также собиралась в водном резервуаре на юге города. В преддверии ассирийской осады Иерусалима в конце 8 века до новой эры царь Иудеи Езекия укрепляет стены города и прокладывает новый туннель, ведущий воду только внутрь города, таким образом лишая вражеских воинов источника пополнения питьевых запасов. Вода по этому каменному коридору течет уже более 2500 лет. Длина туннеля составляет 533 метра, и он заканчивается у Силаамского пруда. В конце 19 века, в считанных метрах от выхода из туннеля, иерусалимский мальчик, гулявший тут, обнаружил старинную табличку
табличку, исписанную древнееврейскими буквами. Содержание текста повествует о том моменте, когда две группы рабочих, прокладывающих туннель с двух сторон, встретились. Силаамский бассейн, в который впадает вода из туннеля, на протяжении многих веков считался тем самым местом, где Иисус сотворил одно из своих чудес – исцеление слепого. В 2004 году археолог Эли Шукрун случайно обнаружил Силаамский бассейн периода второго храма. То есть, согласно Евангелию, именно здесь и было совершено это исцеление. У этого бассейна начиналась улица, ведущая в храм. Сегодня археологи называют ее улицей паломников. Под улицей обнаружили канализационный сток, в котором, по свидетельствам Иосифа Флавия, укрывались евреи во время римского нашествия и разрушения Иерусалима и храма. Пройдя 400 метров по канализации, мы выходим на территорию археологических раскопок и, минуя ее, возвращаемся в информационно-туристический центр. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обещаю рассказать еще немало интересного. Всем пока!